Здравствуйте, дорогие друзья, мои любимые подписчики и гости канала. Я достала свои мебельные образцы, которые мне когда-то уже давным-давно достались от подруги. Тут и покрупнее кусочки, и помельче, самые разные цвета. И я буду из них шить. Конечно, я не все буду использовать, но из больших я буду делать полоски, которые покрупнее, а из маленьких квадратики, которые помельче. Вот видите, такая фактура, это мебельная ткань для отделки мебели. И вот такая бархатистая немножечко. Ширина моих полосок 7 сантиметров, длина где-то около 28-27. И квадратики, соответственно, 7 на 7 сантиметров. Вот так вот скалываю булавочками наискосок. С мебельными образцами достаточно трудно работать, по крайней мере, именно такой фактуры. Они смещаются прямо вот при скалывании. Вроде бы сложила все аккуратно, начинаю скалывать, они скользят как-то друг по другу. Поэтому я для новичков, для начинающих в лоскутном шитье советую для своих проектов все-таки сначала брать хлопковые ткани, а такого плана сложные уже попозже попробовать. Провожу линию по квадратику от угла к углу наискосок, предварительно приколов в квадратике булавками. И таким образом у меня получается, смотрите, две детали в одну сторону направлена линия, а две детали в другую. И по этим линиям я буду шить. После пришивания снимаю булавки и обрезаю эти уголки. Я их выбрасывать не буду, если кто-то скажет неэкономно. Я их использую в ближайшем проекте, видео будет в воскресенье. И вот смотрите, я разворачиваю, и у меня получается пришитый треугольничек. Я хочу сказать, для начинающих это просто находка, потому что треугольнички выкраивать, примеривать их, правильно пришить, это очень сложно. А вот так вот пришить квадратик, обрезать потом и разгладить, это гораздо легче. Видите, у меня садится прям под утюгом ткань, поэтому я старалась использовать одну и ту же ткань разных цветов, чтобы они у меня садились одинаково, эти мебельные образцы. И таким образом я нашиваю нужное мне необходимое количество деталей. Посмотрите, сколько получилось по парам. Видите, половина в одну сторону направлена уголков, вторая половина в другую сторону. И буду их также попарно сшивать. Сначала я скрепляю вот это место там, где сходятся уголочки. Тоже не все у меня получается, не все уголочки в результате сошлись, потому что при скалывании вроде сходятся и проверяю все, но в результате потом при сшивании может сместиться немножечко. Я вот как их разложила, так и сшиваю. Сначала попарно в длину, потом после того, как разложила, разгладила швы и в одной и в другой детали, после этого я их буду сшивать между собой, уже верхнюю и нижнюю деталь. Скалываю так, чтобы у меня шов совпадал. Ну, по крайней мере, стараюсь так сделать. Я перепроверяю. Несколько раз я распарывала, если честно. Вот в результате, вот серединка, тут у меня не в фокусе почему-то получилось, но другого для вас нет в этот раз. И в результате у меня получается вот такая вот деталь. И сами понимаете, что я их сделала вот несколько. Теперь моя задача будет сшить между собой эти детали. Уже скалываю между собой сами детали эти. Тоже также проверяю, чтобы у меня шов сошелся, по центру иду. Сначала скалываю в центре, а уже потом иду в стороны. Главное, чтобы у меня сходился шов посерединке. То, что там по длине у меня, они немножко разные получились, я потом буду подравнивать, выравнивать, искать выход из положения. Вроде бы казалось одинаковые эти образцы, но почему-то оказались все разные. Ну ладно, этот вопрос мы решим. Прошиваю и разглаживаю, получив сейчас шов. Вот в этом месте, в серединке, здесь сходится столько швов, что это место очень трудно прошить. Я вначале даже иголку сломала, первую самую, когда начинала сшивать. Но потом вспомнила, что у меня есть специальное приспособление для таких вот трудных мест, где много всего толстого, твердого, много слоев ткани. Вот такая вот пластина для трудных мест. Я оставлю ссылочку в описании. У меня есть целое видео, посвященное этому приспособлению. Если интересно, зайдете, посмотрите. Но в результате вот так вот сшила сначала пары между собой, а потом уже дальше последовательно пришивала каждый раз
между собой все эти детали. Девочки, вот где-то что-то у меня тут выступает, не сходится, я прям подравниваю, подгоняю. Я не стесняюсь сказать, что у меня не все идеально получается. Вот у некоторых блогеров смотришь, прям хопа, и все готово, и так красиво, аккуратно завитки берут. На самом деле мы все и распарываем, и подгоняем, и обрезаем, и иголки у нас ломаются, и нитки рвутся, и где-то что-то не сходится. Не думайте, что это только у вас так. Мы с вами любители, мы не профессионалы, мы не на продажу шьем, а для себя. И можем себе позволить маленькие недочеты. А кто скажет, что я взялась учить, и при этом самой не идеально, ну, так я не учу, я просто показываю то, что я делаю, и даю вам идеи. Если вы воспользуетесь, ну, я буду рада. Вот смотрите, в результате получилось вот такое полотно. По бокам я пришила просто серые полоски однотонные. Я, кстати, хотела показать. У меня одна полоска, вот эта коричневая, она была прям короче всех остальных. И я вот, смотрите, что сделала. Пришила еще один кусочек ткани, сверху зигзагом ее прижала, как бы пристрочила, и все, и даже не парюсь. Дальше я выкроила 25 сантиметров шириной деталь и вот так вот подшила одну сторону. А не подшитую сторону складываю с торцом своей заготовки и вот так вот пришиваю. И еще из серых квадратов сшила полотно для задней стеночки по размерам такое же, как моя заготовка, но единственное тоже подшила. Так как у меня не хватало, то я взяла вот ткань, кусочек полоска у меня была от предыдущего проекта, я взяла, подшила этой полосочкой. Складываю. Это у меня будет наволочка декоративная. Вот этот шов я хочу прям, чтобы он расправился, потому что это все-таки плотноватая ткань, она вот не ложится. И я вот так вот булавочками немножечко скалываю. Это будет декоративная наволочка на большую подушку у меня на даче, на диване. Такая подушка. Я хочу сделать на нее такую вот красивую нарядную наволочку. Мягкую, уютную. И складываю между собой, скалываю все по периметру, кроме вот этой верхней стороны, где у меня нужно будет подушку засунуть. Это будет наволочка с запахом. Вот смотрите, как это выглядит. Вот так вот уже пришитая вот эта часть, она сюда завернута. И там лицом к лицу сложена моя заготовка и вот эта серая часть, задняя сторона. И я по периметру теперь просто прошью вот так вот по всему периметру, кроме верха. В результате после сшивания обрезаю уголочки. Я, кстати, серую деталь, эту нижнюю, сделала чуть-чуть побольше, прям на пару сантиметров, чем нужно было. Потому что вот эта вот часть вся, которая из кусочков состоит, она как гармошка тянулась. И в результате у меня прям хорошо все сошлось. Вот такая получилась наволочка, очень нарядная, веселенькая, летняя. Мне очень нравится. Задняя сторона, вот смотрите, вот такая, серая, из разного цвета серого, но все равно серая. Если у вас нет настроения делать такую многоцветную, то, допустим, можно внутренние квадратики сделать однотонные, полоски разного цвета. Или наоборот, полоски длинные одного цвета, а внутренние квадратики другого цвета. Или разноцветные. То есть тут надо смотреть по вашему настроению, как вам хочется, как вам кажется, что будет лучше и больше будет для вас подходить. Мне вот сейчас по вот этому моему настроению летнему, вот это вот прям самое то. Надеюсь, что вам понравится. И за счет того, что хоть я и намучилась с этими мебельными образцами, вот видите, шовчик совсем почти не виден, то, что я там наставляла. И хоть я намучилась с ними при сшивании, выглядят они просто отпадно. Мне очень нравится. Если вам тоже нравится, ставьте лайк, пишите ваши комментарии, подписывайтесь, если вы еще не подписаны на мой канал. И огромное спасибо всем, кто досмотрел до конца.